Всем привет, дорогие друзья! И сегодня наш обзор будет посвящен новинке, которая точно должна быть в каждом автомобиле, а именно автомобильном видеорегистраторе Xiaomi M300. Регистратор Xiaomi 70Mi M300 продолжает концепцию одного из самых популярных и бюджетных регистраторов Xiaomi 70Mi 1S. Как видим, регистратор очень похож на прошлую версию 1S, но несмотря на свою похожесть, новинка обладает намного лучшими характеристиками и дополнительными возможностями. Внешняя упаковка также немного изменилась. В верхней части схематически отображен регистратор, чуть ниже его название и основные характеристики, которые продублированы на боковых гранях коробки. Аккуратно стягиваем верхнюю часть упаковки, и у нас в руках оказывается еще одна коробочка из плотного картона с моделью регистратора, логотипом производителя на грани. Открыв коробку, мы видим аккуратно запакованный регистратор, две специальные электростатистические наклейки для крепления регистратора и инструкцию. В среднем отсеке находится сам регистратор, а по бокам в отдельных нишах спрятался кабель питания, запасной двухсторонний скотч для крепления. В еще одной в отдельной коробочке мы найдем адаптер питания для прикуривателя. Адаптер питания в прикуриватель достаточно компактный. Работает он как от 12, так и до 4 вольтовых бортовых систем автомобиля. Выдает 5 вольт и 2,4 ампера. Кабель питания достаточно длинный, 3,5 метра, что позволит без проблем подключить регистратор в любом автомобиле, при этом аккуратно спрятав провод. А наличие Г-образного микро-USB разъема сделает такое подключение практически незаметным. Кроме этого, регистратор можно приобрести совместно с комплектом для постоянной работы регистратора, не только во время того, когда авто заведено и подается питание на прикуриватель. Поставляется комплект в отдельном кульке, где находится инструкция по подключению и сам кабель со встроенным адаптером питания видеорегистратора. Инструкцию рекомендую один раз прочитать, чтобы понять, куда и какой провод подключать. Хотя можно и не смотреть в инструкцию. Инженеры из Xiaomi, как всегда, на высоте. На каждый провод прицепили маркировочную наклейку. Черный на землю, красный на постоянный плюс, а желтый к сигнальному АЦЦ проводу. Его надо подключить к проводу, отвечающему за зажигание в вашем авто. По сути, благодаря ему регистратор и сможет переходить в режим постоянного мониторинга на парковке и работы с таймлапс. Также на него будет приходить сигнал о том, что ваш автомобиль находится на парковке без включенного зажигания, и вы совершаете поездку. В таком случае регистратор автоматически переведет режим с парковочного в рабочий. Внутри находится преобразователь напряжения с 12-30 вольт до 5 вольт с максимальным током до 2-4 амперов. Кроме этого, не стоит переживать про разряженный аккумулятор. Устройство автоматически отключится, если напряжение вашего аккумулятора упадет ниже 11,4 вольта. Длина кабеля составляет 3,5 метра, а на конце такой же Г-образный микро-USB. Внешне ребята из 70Mi решили ничего не менять. А какой по сути смысл, если регистратор Mi 1S вышел уж очень удачным и главное удобным? Такая себе небольшая бочечка на ножке. Регистратор оснащен 3-мегапиксельной камерой с диафрагмой f2.1, которая позволяет записывать видео с разрешением 2304 на 1296 пикселей с углом обзора в 140 градусов. Не забыли про Gen-сенсор, который не позволит перезаписать видео в случае аварии, а сохранит его на карте памяти. В передней части расположился объектив видеорегистратора, небольшая прорезь динамика, голосовых подсказок. В левой части кнопка включения-выключения со светодиодным кольцом. В зависимости от режима работы она будет гореть синим, когда регистратор находится в режиме ожидания, красным, если произошла ошибка при записи, и зеленым. Подключите кабель автомобильного зарядного устройства. Если все ок, и регистратор записывает данные. Тут же два отверстия для записи звука, встроенным микрофоном. На правой части слот для microSD карты памяти, microSD порт для подключения питания и скрытая кнопка сброса параметров регистратора. На задней части основные параметры регистратора и QR-код с именем Wi-Fi сети, а также серийный номер устройства. QR-код нам пригодится для добавления регистратора в мобильное приложение. Название Wi-Fi сети у всех разные, так что если у вас более одной машины, устройства вы не перепутаете. Угол наклона легко регулируется, достаточно немножко открутить фиксирующий винт. Кроме этого, в опасных районах регистратор можно снять, выкрутив полностью винт и ответную гайку. Вот только на практике, скажу честно, не всегда удобно, так как есть шанс потерять крепежный элемент. На монтажной ножке уже есть скотч для крепления, осталось только выбрать место в автомобиле и приклеить регистратор. Я, например, в своем авто не использовал электростатические наклейки, а прикрепил сразу регистратор на лобовое стекло автомобиля. Внутри у нас так же, как и в прошлой модели, находится аккумулятор емкостью 240 мАч.
заряда которого хватает примерно на час автономной работы. Но по сути это суперконденсатор, так как при пропадании питания регистратор завершает запись текущего видео, автоматически выключается, при этом сохраняя настройки время в самом регистраторе. Кроме этого, в новинке использована система 3D-подавления шумов, очень актуальна при ночной съемке с низкой освещенности, а также доступен режим парковки и даже таймлапс видео. Как видим, регистратор выбрал себе ток в 0,55-0,6 ампера. Установка ПО нужна всего лишь для просмотра отснятого видео и, конечно же, настроек регистратора, как говорится, под себя. Поэтому установлен на свой смартфон официальное приложение 70 МАИ. После этого регистрируемся или входим в существующий аккаунт. Жмем «Добавить устройство», при этом регистратор должен быть включен. Выбираем модель 70 МАИ Dashcam M300 и убеждаемся, что сетевая индикация горит синим цветом. Следующим этапом надо подключиться к Wi-Fi сети регистратора. Она имеет значение название что-то типа 70 МАИ M300, 4 случайных числа. После нажатия кнопку «Подключить» нас перебрасывает в настройки Wi-Fi подключения, где нужно выбрать эту сеть. Пароль по умолчанию 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы должны на регистраторе подтвердить подключение нашего телефона. Для этого нажимаем на боковую кнопку. Сделано это с целью безопасности, чтобы даже проходящий возле авто человек не мог подключиться к регистратору. После успешного подключения нам будет небольшая инструкция по работе с регистрацией. И по сравнению с прошлой версией 1С, количество языковых пакетов выросло. Русский язык тут уже присутствует. Это большой плюс. Произошла ошибка при проверке времени. Установите время вручную. Как я говорил, все работы с регистратором можно проводить и без мобильного телефона. Все управляется одной кнопкой. Даже форматировать карту памяти можно просто нажав 3 раза на боковую кнопку. Форматируйте карту памяти. Идет форматирование карты памяти. А светодиод покажет ли все с нашим регистратором и состоянием записи на него. После подключения кабеля для наблюдения во время парковки в настройках нам надо не забыть активировать этот режим. Также откалибруем угол наклона регистратора, жмем «Завершить калибровку». Как видим, голосовые подсказки работают, сразу сообщают нам о необходимости отформатировать карту памяти и сохранить правильное время. Из главного меню мы можем посмотреть, как видит дорогу наш регистратор, превращая экран смартфона в такой себе монитор регистратора. Также сделать фото или перейти в галерею для просмотра видео, которое разделено на несколько папок, таких как обычное видео, видео происшествия, когда сработал G-сенсор, видео наблюдения за парковкой, видео интервальной фотосъемки, таймлапс, и перейти в папку с фотографиями. В настройках можно установить чувствительность сработки датчика удара. Также настройки чувствительности датчика удара при наблюдении за припаркованным авто. Настройки интервальной фотосъемки требуют наличия кабеля постоянного подключения регистратора к бортовой сети автомобиля. Продолжительность записанного видео можно менять, регулировать в диапазоне от 1, 2 или 3 минуты. Можно изменить кодирование видео с высокого до низкого, а также сменить разрешение записи с 2300/04 на 1296 на 1920 на 1080, а также выставить подавление мерцания 50, 55, 60 Гц по умолчанию. Для безопасности я все же рекомендую сменить пароль Wi-Fi сети на устройстве, а вот отключать Wi-Fi не рекомендую, так как потом можно банально не вспомнить, как его включить. Тем более, если случится аварийная ситуация и надо будет быстро посмотреть отснятое видео. Если вы часто ездите с маленьким ребенком, который может проснуться от любого звука, или вас просто напрягает звук включения регистратора, его можно точно так же отключить. Немного корявый перевод, но по умолчанию запись звука встроенным микрофоном запрещена. Для записи звука регистратора надо включить этот пункт в меню «Запись». Запись звука включена. Громкость голосовых подсказок можно регулировать высокая, умеренная и низкая. Если у вас аккумулятор в автомобиле не очень хороший, то можно задать время автоматического выключения регистратора при режиме записи видео на парковке. По умолчанию вы не выключать автоматически. Можно установить интервал 5, 10, 20 и не выключать. Также можно синхронизировать время с телефоном, изменить формат даты и язык, при необходимости отформатировать карту памяти или вообще сбросить регистратор к заводским настройкам. На момент написания обзора прошивка у регистратора была в версии 1.0 от 10 июня 2021 года. Подключение авто достаточно простое. Черный провод на постоянный минус, красный на постоянный плюс, а желтый должен подключить то место, где при включении зажигания появляется плюс 12 вольт. Тогда будет нормально включаться режим регистратора и режим наблюдения за парковкой. На моем примере это будет выглядеть вот так. Когда питание подается на красный и желтый провод, регистратор работает в режиме обычного регистратора. Но стоит пропасть питанию желтого провода,
Система автоматически через 5 минут приводит его в режим мониторинга парковки, о чем нам сообщает голосовая подсказка с регистратора. Будет включен режим наблюдения на парковке через 5 минут. В целом все подсказки очень удобны и понятны. Большой плюс, что необходимости прошивать регистратор. Достаточно выбрать свой язык в настройках. Подсказки Точки доступа Wi-Fi. Подсказки тоже обширные, от уведомления о включении и выключении Wi-Fi до уведомления о происшествии в парковочном режиме. Когда питание на желтом проводе снова появляется, режим парковки отключается. Протираем место на лобовом. Клеим электростатическую наклейку. И на нее уже клеим регистратор с помощью двухстороннего скотча. Я выбрал альтернативный путь, без всяких прокладок, а прямо на лобовое. С нашими дорогами будет точно надежно. Только перед подключением обязательно подключаем с помощью программного обеспечения и очень точно позиционируем наш регистратор. Если подключить регистратор просто к припуливателю, то подача питания, считая включение зажигания, регистратор автоматически включается. А после включения зажигания сохраняет видео и выключается. Как подключать постоянное питание, решайте сами. Если нет понимания и знаний, лучше доверить это автоэлектрику. Если говорить про качество видео, то разрешение 2304 на 1296 пикселей, битрейт 16 мегабит в секунду, а количество кадров составляет 30 секунд. Формат видео MPEG-4, а кодек используется HVCL, High Effective Video Coding. 1 минута видео занимает 120 мегабайт места на карте памяти. Если изменить кодирование видео с высокое на низкое, то по сути я ничего не заметил. Кодек сменился на AVC, Advanced Video Codec. Единственное отличие, параметр Overall Bitrate был 22,9 мегабит в секунду, а стал 16,8. Значит, таки лучше использовать кодирование с параметром высокое, так как средний битрейт видео получается получше. Фотография имеет разрешение 2304 на 1296. А судя по данным EXIF, изготовитель камеры Sigma Star. Фокус на расстояние 7 мм, светосила 3,7. Небольшой кусочек видео снято днем, вечером и ночью. Больше видео в моем плейлисте. Примеры видео снято различными смартфонами и камерой-регистраторами. Там же в описании под видео находятся ссылки на игральные файлы с регистратора. Лучше скачать их, посмотреть, так сказать, вживую, а не видео с пережатым качеством. Но, пересматривая ночное видео, откровенно скажу, что качество регистратора 1С именно в ночной съемке было лучше. А вот качество днем мне понравилось. По умолчанию после отключения питания включится парковочный режим. О нем нам скажет голосовая подсказка. Будет включен режим наблюдения на парковке через 5 минут. И как мы видим, регистратор начинает запись по датчику удара. То есть не будет писать 24/7, а использует ресурс карты памяти более лучше, но при этом постоянно, так сказать, на чеку. Если произошел удар, ДТП или просто кто-то ударил по авто, регистратор записывает минутное аварийное видео в раздел паркинга. Поэтому в настройках параметр чувствительности в разделе парковочного режима я рекомендую выставить максимальную. После подключения питания регистратор сообщит о том, что было какое-то происшествие. Есть новое видео наблюдения за припаркованным авто. Для его просмотра откройте галерею. А вот пример таймлапса. Это реально очень красиво. Особенно если вы запарковались в какой-то очень красивом месте на природе или просто хотите поснимать ночное небо с большими звездами. В настройках выставляем запись таймлапса, выключаем зажигание автомобиля. В целом уже сейчас заметно, что качество и возможности регистратора 70MAI M300 идут в ногу со временем, стали лучше, чем и прошлая популярная версия регистратора 1С. Хотя сказать откровенно, качество именно ночной съемки мне больше понравилось в регистраторе 1С. Из основных плюсов я отмечу наличие возможности записи видео на парковке. Это довольно актуально. Я так, например, недавно заметил, что на парковке магазина меня притерло белое авто. Притер и спокойно уехал. Нехороший такой совсем человек. А так бы я просто посмотрел бы видео с регистратора, вызвал бы полицию за счет страховой владельца, харча, совершил ДТП, покрасил бы крыло. А так буду тратить свои деньги. Вот тут и второй плюс. Это то, что регистратор также остается бюджетным. И думаю, будет опять занимать высокие рейтинги в плане продаж.
Я планирую его установить основным регистратором, а 1С установить заднюю часть авто. Кстати, я еще буду подготавливать видеообзор сравнения как возможности, так и качества съемки регистраторов 1С и М300. Так что не забывайте подписаться на канал, поставить колокольчик от новых видео. Также не забывайте про телеграм-канал. Ссылка в описании, где вы найдете не только скидки, купоны, акции, но и живое общение, ответы на вопросы по всем товарам умного и не очень дома. Всем всего хорошего. Пока-пока.